Аномалии времени наблюдаются вблизи горы Кайлас, самой большой наземной пирамиды на планете. Кайлас имеет форму правильной пирамиды. Каждая сторона имеет свое, или как называют в Тибете, лицо, имеет своего Будду-покровителя. Она имеет свой цвет, она имеет свою энергетику. И расположена она, каждая сторона, в определенном направлении на части света. Высота Кайласа над уровнем моря 6666 метров. В ней 13 ярусов. Вокруг нее расположены пирамиды поменьше и монументы. К подножию горы стекаются миллионы паломников самых различных конфессий. Необычайное совершенно событие происходит вокруг этой горы. Необыкновенные совершенно мегалиты расположены. И все это вместе, вот этот район называется Мандала Кайласа. Считается, что это проекция небезызвестной всем Шамбалы на Землю. То есть это проекция небесной страны учителей на нашу Землю. Древние манускрипты говорят, от Кайласа вглубь Земли направлена еще одна невидимая пирамида. Так образуется структура в форме октаэдра. Через нее проходят потоки энергии времени. Кайлас окружают кольца сжатого времени и разряженного. Попав в эти кольца, человек может сразу постареть или продлить себе жизнь. Нижняя часть октаэдра, она собирает с планеты отработанное, будем так говорить, прожитое время, прожитую энергетику и отдает ее обратно в космос. А верхняя часть принимает в себя и забирает в себя то, что идет сверху от Создателя, от Творца. Потоки улавливаются, информационно-энергетические потоки. Время прошлое, время будущее. Планета Земля, она как живое существо, она дышит. Считается, один раз в 60 лет Кайлас просыпается. Александр Редько специально организовал экспедицию в этот момент. Исследователи направились в одну из 7 тайных долин. Она ведет к трещине, прорезающей южный склон Кайласа пополам. Мало кому удавалось проникнуть туда. Чтобы не сгореть в потоках времени, паломники должны обойти пирамиду 13 раз. И если Кайлас примет их энергетику, гора подпустит ближе. То есть надо в это верить, только тогда наступает какой-то резонанс между тобой и этой так называемой горой. И вот тогда она дает тебе то, что ты хочешь. Если ты закрыт, она закрыта для тебя. Тибетские ламы предупреждали русских: вы заплатите частью своей жизни за вход в священное место. Ученые расставили по периметру контрольные хронометры и GPS-навигаторы и пошли. Экспедиция была очень сложной. Длилась она по часам 24, где-то 26 часов, по нашим наручным часам и по тем часам, хронометрам, которые мы брали с собой. А фактически наше биологическое время, было не менее как недельное, двухнедельное, потому что выросли соответствующего срока волосы и на бороде, и ногти. На наручных часах путешественников и на контрольных часах прошли сутки, а сами они чувствовали безмерную усталость, будто не ели и не спали полмесяца. И ощущение просто усталости, ощущение прожитое какое-то, так сказать, вот ощущение стремительности бытия, которое вот происходило в это время. То есть мы были выжаты как лимоны вот за эти 24 часа. Мы когда спустились вниз, мы несколько часов не могли не иначе дышать, как стоя только на четвереньках. Вот в таком положении мы приходили в себя. Буддисты верят, рядом с пирамидой Кайлас расположена Шамбала, легендарная обитель богов. Вы видите 2 удивительные горы – Астапат и Нанди. Они выглядят как гигантские саркофаги. Ламы говорят, это и есть Шамбала. Туда, как считают на Востоке, уходят все пророки и учителя человечества. Там представители прошлых цивилизаций. Они находятся тысячи лет в состоянии самадхи. Считается, сжатое время, которое и поддерживает тела учителей в самоконсервации, убьет обычного смертного. Кроме того, Шамбалу охраняет древний тайный орден – Шабироны. Его адепты владеют тайными знаниями предыдущих цивилизаций.
но раскрывать их не торопятся. Человек подобен Богу. Он подобен Богу не только внешне. Он подобен Богу и внутренне. У него скрыты эти возможности. Другое дело, что мы во многом их утеряли, забыли, как ими пользоваться. А в Тибете многие этим по-прежнему пользуются. Они помнят, эта генетическая память сохраняется в человеке до сих пор в каждом из нас. Там же в Гималаях на границе Индии и Китая расположена таинственная Белая пирамида. Первым ее описал летчик ВВС США Джеймс Каусман. Во время одного из рейсов он пролетел над долиной смерти. Один из двигателей почти заглох. Топливо стало замерзать, и пилоту пришлось снизиться. Вдруг прямо внизу экипаж увидел гигантскую пирамиду из белого блестящего материала. На ее вершине находился огромный кристалл. Самолет не смог приземлиться возле сооружения. Лишь трижды облетел вокруг. За полвека никаких официальных данных об этой пирамиде не появилось. В прессу попала лишь пара фотографий с военных спутников. Так появляются слухи, что ее строили инопланетяне, и атланты, и лемурийцы, и что кто такое не строил, что для чего она была построена, как огромный аккумулятор, как площадка для НЛО. Масса теорий в интернете по этому поводу есть. И я поставил для себя цель в экспедиции. Вообще понять, существует ли эта белая пирамида? Белая пирамида расположена на той же широте, что и пирамида Хеопса, но на 72 градуса восточнее. Ее местоположение укладывается в сетку геомагнитных энергетических каналов Земли. Но подобраться к ней оказалось невозможно. Китайские войска оберегают Белую пирамиду от взглядов иностранных гостей. Максим Яковенко, историк из Владивостока, исследовал китайские пирамиды. В окрестностях города Сиань находится огромнейший комплекс из 300 строений. Это захоронение китайских императоров. Правители Поднебесной думали, что, будучи положенными в пирамиды после смерти, они могут воскреснуть или жить вечно. Ведь именно так завещал прародитель китайского народа. Они все очень хотели быть похожими на легендарного Желтого императора, основателя китайской нации, который спустился с небес на колеснице, который дал китайскому народу письменность, китайский язык, первые законы и вообще устройство жизни. Особенно был одержим идеей вечного царствования первый император Объединенного Китая Цинь Шихуанди. У него самый масштабный погребальный комплекс в Сиане, который охраняет знаменитая терракотовая армия. 8000 статуй воинов, каждый со своим лицом и доспехами. По легенде, это войско, скопированное с реальных подданных императора, должно служить ему и после смерти. Но Цинь Шихуанди там не был похоронен. И в этом вся мистика в этом и кроется. Все пирамиды были сориентированы друг на друга и на главную пирамиду Меру в Гиперборее. Если провести от них вектора на север, они и сегодня укажут туда путь. Первую линию начнем от горы Кайлас, гигантской пирамиды на Тибете. Но вектор показывает не на нынешний Северный полюс, а на 15 градусов западнее. Это остров Гренландия. Теперь нам нужна еще одна линия с западного полушария. Наиболее сохранившиеся здесь пирамиды — комплекс Теотиуакан в Мексике. Центральная дорога от пирамиды Луны, названная туземцами «дорогой мертвых», показывает почти на север, 15 градусов восточнее полюса. И оба наших вектора сходятся на острове Гренландия. Вот она, не затонувшая часть Гипербореи. Это подтверждает карта 1595 года, скопированная Герхардом Меркатором с еще более древних источников. Так выглядела Гиперборея целиком. Можно видеть, как хорошо очертания нынешней Гренландии вписываются в древнюю карту. Некий контакт
с высокоразвитой цивилизацией, очень высоко развитой цивилизацией, даже по нашим современным меркам, начался 18 тысяч лет назад. И эта высадка произошла тогда еще, на тогдашнем Северном полюсе. То есть сейчас это Гренландия. И началось оцивилизовывание Земли. Но не глобальное, не всеобщее, безусловно. Антенны для дальней космической связи, портал в параллельный мир, средства управления биологическим временем, аккумулятор и преобразователь различных энергий, даже стабилизатор сейсмоактивности. Все в этом одном сооружении пирамидальной формы. И все способы применения описаны в текстах древних народов. Так же, как и те, кто научил людей строить пирамиды. Но те, кто принес это знание, это не какой-то отдаленный участок нашей галактики. Не Дзетта Ориона. Ни в коем случае. Те, кто пришел на Землю, это были те, кто жил в нашей Солнечной системе. Тогда еще на Марсе и Фаэтоне. В тот период Солнечная система имела совсем другую геометрию и географию. Так вот, они передавали знания. Цивилизации, кто жил на Земле, общались с единым источником. Поэтому знание было дано единое. Оно затем было трансформировано каждой культурой на Земле по-своему. Любая информация, связанная с пирамидами, приводит к вопросам о происхождении человеческой цивилизации. Эта область знаний отрицается официальной наукой и скрывается мировыми правительствами. Возможно, правда окажется неприятной для большинства людей, но вечно скрывать ее невозможно. Нам в наследство оставлена архитектура Вселенной. Пирамиды не только напоминают о нашем прошлом, но и могут стать вратами в будущее.